Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что я родилась и выросла в Грузии, в этой прекрасной стране. Мое детство, я, наверное, всем детям мира желаю такого детства. Я родилась в очень живописном месте, в очень красивом, историческом. И эта область пережила очень много бедствий. Даже район Больниси, что в переводе означает дым. Когда Шах Аббас сжег местность и увел население в плен, то этот черный дым настолько долго стоял над домами, что местность назвали Больниси, дым. Рядом находится город Казрети. Опять же персидское слово хазрет. Благочестивый или благороднейший. Так называли царевичей, так называли сынов шахов, приближенных шаху. Там была палата персидского царевича Мухаммед Хазрета или Мухаммед аль-Хазрет. И эту местность назвали Хазрет. Потом слово деформировалось Казретти. Протекает маленькая речка Машавера. Согласно легенде, убегая от персов, кинулись в реку дочери священника Луки, Мария и Вера. И реку в память о них назвали Машавера. Рядом находится крепость царицы Тамары. Наши сторожа когда-то колхозных полей говорили о том, что, проходя мимо этой крепости, по ночам слышат крики, песни, пляски. Многие говорят, что именно там Тамара праздновала свою свадьбу или свадьбу своей племянницы. Разные есть версии. У меня есть и грузинская кровь. Я часть этого народа в том числе. У меня потому душа очень болит не только за Армению, но и за Грузию. Я очень надеюсь, что генетика закавказских народов возродится. Они одумаются, очнутся от этого кошмара, который длится уже 30 лет. И поймут, наконец, выберут правильную дорогу развития. Но сейчас речь не об этом. Я хочу подарить вам ритуал на основе грузинской магии. Старых ведьм называли кудиани, что означает хитрая, хитроумная. Тедабери означает старая женщина. А если уж поточнее перевести, старая мать. Деда мать, бебери старая. Вот корень взятый. Дедабери. Старая мать. Ну, хитрая старая мать. Обычно так называли хитрых женщин. Обычно так называли знахарок, ведьм. Хитроумие на Кавказе это не ставилось в укор. Это наоборот, это комплимент был человеку, что он хитроумный и знает, что хочет, знает, как идти к своей цели. То есть не дурак совсем. А ведьм именно так и называли. Кудиани дедабери. И много сказок, мультфильмов, после созданных на основе сказок народных, там именно так называют ведьм. Где-то у них
положительная роль, где-то отрицательная, но в любом случае просачивается вот это язычество между строк. Я хочу сейчас подарить вам ритуал, сильный ритуал. Точнее, это заговор, но есть такая ритуальная часть маленькая. На приумножение вашего имущества. Я вам дарила много таких работ, и они все замечательно работают. Очень любят зрители к ведьме Анеюшке. Да, любят сон шаманки, дед Сидор, ухарь-купец, 4 менялы. Ну, их множество, сколько там перечислить. Огромное количество работ в помощь обычному человеку. И сейчас я хочу подарить на грузинском. Я знаю, что среди моих зрителей есть много людей не грузинского происхождения, которые обожают грузинские заговоры и ритуалы. Они говорят, что у них это получается настолько быстро, как другие заговоры так быстро не срабатывают. Вот, пожалуйста, вам еще один подарок. Здесь смысл работы заключается в 3 элементах, в 3 ключах. Вот когда я объясняю, как я составляю заговор. Друзья мои, да, я человек эрудированный, я начитанный человек, без лишней скромности, могу красиво изложить свою мысль и красиво создать. Но это не говорит о том, что это всего лишь красиво созданные, скажем, стихотворные какие-то работы. Кроме красоты должен быть смысл и должен быть ключ. Незнание ключа – это всего лишь красивый заговор, и не более того. Кроме того, люди одаренные, им дается это. Им это дается силами. Через силы они передают людям. Естественно, она срабатывает, потому что если силы Вселенной дают человеку, то они знают, что дать. Они знают, как нужно к ним обращаться, какие слова они хотели бы услышать, чтобы помочь человеку. Так вот, здесь 3 элемента. Петух, собака и кот. Почему? То есть здесь фигурирует ведьма и те 3 животные, которые сопровождают ее. Смотрите, петух кричит утром. Утренняя птица. То есть символ утра. Собака днем ходит. А кот любит гулять по ночам. Значит, привязывая к 3 эгрегорам, к 3 силам, мы приходим к тому, что днем, утром, днем и ночью нам должны прийти из ниоткуда прибыль. Утром, днем и ночью должна прийти энергия, которая приумножает наше имущество. Итак, что нужно делать? Читайте наш свой кошелек, разложите деньги, прочитайте 3 раза. Откройте шкафы, смотрите на свои шубы, там пальто, что у вас еще есть, воротники, ну, дорогие вещи. Читайте. Откройте там свои шкатулки, сундуки, глядя на ваши украшения, читайте 3 раза. Смотрите на машину, читайте 3 раза. Смотрите на дом, читайте 3 раза. И все, что у вас есть, будет приумножаться. Естественно, предметы, которые дорогие, да, они как бы, их не просто получить за один день. Потребуется некоторое время, ну, месяц, 2, 3. И вполне вы можете купить еще одну машину. У вас накопится. Смотря чем вы занимаетесь, конечно. Вы должны знать еще свои возможности. Но если у вас есть эта возможность, то оно обязательно приумножится. Далее. Возможность, я имею в виду, что лежа на диване, свисая ножки и ждать, что деньги из ниоткуда придут, это глупо. А вот если вы чем-то торгуете, что-то делаете, работаете на себя, значит, у вас будет очень много клиентов, очень много звонков и очень много работы. И, естественно, вы через эту работу накопите.
Силы вам дают эти возможности через вашу работу, ваш труд. Но есть один момент. Человек может работать и ничего особо не добиться в жизни. А может работать и получать больше, чем кто-либо. Разницу понимаете в чем? Итак, вот, посмотрите на все ваши предметы роскоши и достатка и начитывайте по 3 раза. На деньги начитывайте по 3 раза. Это приумножение. Это не вызов именно конкретно сейчас быстрых денег и так далее. Это приумножение. И вы сами удивитесь, откуда у вас будут приходить деньги, подарки, скажем так, попадете на распродажи и купите то, что вы хотели, может быть, в 5 раз дешевле. И вот так до бесконечности. Или человеку срочно нужно машину продать, он вот хочет дом купить, ему не хватает, вот ему надо вот одну из машин продать, чтобы купить. И вот он, как бы, скажем, срочно продает намного дешевле, чем эта машина могла стоить. И так до бесконечности. Вам энергия магии помогает все время приобрести то, что вы хотите. Толкая вашу жизнь, вот подталкивая, приводя всеми дорогами и порогами к вашему дому то, что вы хотите. И приумножая то, что у вас есть. Итак, поскольку я записываю иногда, чтобы, знаете, как ранним утром, ночью усталость сказывается. Чтобы не сбиваться, я вот просто заранее начитываю, записываю, а потом запись включаю спокойно, и вы можете послушать этот заговор. Еще одно предупреждение. Для новичков. Не пишите мне под роликами. Во-первых, ритуал не надо писать. Текст. Потому что текст мы должны набирать, чтобы не в сыром виде ушло по интернету, а именно так, как положено, с объяснением и прочее. Далее. Не смейте больше писать внизу. Где текст, когда будет, кто такой пишет, я их выкидываю из канала. Потому что у вас просто должна быть воспитанность. Наглость имеет предел. Беспредельная наглость уже меня выводит. Вам сказано, ждите. Не можете ждать, берите и переписывайте сами. Начнем. Գուտյանի դետաբերի, թեթր ձաղզեզիս, շավի կատա, մարցխենա խելշի ու ճիրավս, ծիթելի մամալի, մարջվենա խելշի ու ճիրավս. Մամալի, դիլիտ խվիրիս, թեթրի ձաղլի, թեթր դղեշի գարբիս, շավի կատա ғամեշի դադիս. Գուտյանո դետաբերո, դամիլոց է, ձվելի մագիս ձալիտ. Rom չեմիմ դիտրոբա կամրավդես դիլիտ դղիտ դաղամիտ էրթի ասի գախտես ասիաթասի գախտես չեմի սախլի մեփիս խազինա գախտես գուդյանի դեդաբերի դամի լոցա դամիթխրա էգրե իքնեբա գուդյանի դեդաբերի թեթր ձաղզեզիս շավի կատա մարցխենա խելշի ու ճիրավս Ծիթելի մամալի, մարջվենա խելշի ու ճիրավս. Մամալի, դիլիտ խվիրիս, թեթրի ձաղլի, թեթր դղեշի գարբիս, շավի կատա ғամեշի դադիս. Կուդյանո դետաբերո, դամիլոց է, ձվելի մագիս ձալիտ. Ռոմ չեմիմ դիտրոբա, կամրավդես. Դիլիտ դղիտ դաղամիտ, էրթի ասի գախտես, ասիաթասի գախտես, չեմի սախլի մեփիս խազինա գախտես. Գուդյանի դեդաբերի դամի լոցա, դամիթխրա, էգրե իքնեբա. Գուդյանի դեդաբերի, թեթր ձաղզեզիս, շավի կատա, մարցխենա խելշի ու ճիրավս. Ծիթելի մամալի, մարջվենա խելշի ու ճիրավս. Մամալի, դիլիտ խվիրիս, թեթրի ձաղլի, թեթր դղեշի գարբիս,
შავი კატა ღამეში დადის. კუდიანო დედაბერო, დამილოცე, ძველი მაგიის ძალით. რომ ჩემი მდიდრობა გამრავლდეს. დილით, დღით და ღამით. 100 გახდეს, 100,000 გახდეს, ჩემი სახლი მეფის ხაზინა გახდეს. კუდიანი დედაბერი დამილოცა და მითხრა, ეგრე იქნება. კუდიანი დედაბერი თეთრ ძაღლზე ზის, შავი კატა მარცხენა ხელში უჭირავს, წითელი მამალი მარჯვენა ხელში უჭირავს. მამალი დილით ხვირის, თეთრი ძაღლი თეთრ დღეში გარბის, შავი კატა ღამეში დადის. კუდიანო დედაბერო, დამილოცე, ძველი მაგიის ძალით. რომ ჩემი მდიდრობა გამრავლდეს. დილით, დღით და ღამით. 100 გახდეს, 100,000 გახდეს, ჩემი სახლი მეფის ხაზინა გახდეს. კუდიანი დედაბერი დამილოცა და მითხრა, ეგრე იქნება. Красивый язык, правда? Вот тем, кто ставит дизлайк, хочется спросить, вам язык не нравится или я не нравлюсь, или чего вам вообще не нравится в этой жизни? Жалко вас, конечно, ну да ладно. Ну что, друзья мои, силы грузинского языка и грузинской магии, обращение к грузинской ведьме, теперь приумножайте свое имущество и свой достаток. И вы увидите, как быстро это произойдет. Всем удачи. Да. И в конце по-грузински, наверное, попрощаюсь. Каргат и гавит.